С 7 июня по 24 июля в 7 странах пройдет мужская волейбольная Лига наций 2022 года. Новый формат Лиги наций по волейболу предусматривает формирование двух групп по 8 команд на каждый игровой уикенд, который длится 6 дней. Каждая национальная команда сыграет 12 матчей за 3 игровых недели, то есть по 4 матча за один уикенд. Финальный турнир, который будет проходить в Болонье, пройдут 8 лучших команд, которые между собой и выявят победителя в формате плей-офф, четвертьфиналы, полуфиналы и финал. В этом году в борьбе за титул сойдутся 16 команд. Это Аргентина, Австралия, Бразилия, Болгария, Канада, Франция, Германия, Иран, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Сербия, Словения, США и Китай, который заменил в основном турнире Россию. Турнир пройдет в 7 городах. Групповой этап начнется в столицах Бразилии и Канады, а именно в Бразилии и Оттаве, где, я напомню, команды будут биться с 7 по 12 июня. Кесон-Сити и София примут 16 команд на второй неделе с 21 по 26 июня, прежде чем Осака и Гданьск будут встречать своих гостей на третьей неделе с 5 по 10 июля. Кульминацией соревнований станет финал, который пройдет в Болонье с 20 по 24 июля. Помимо изменений в формате, Лига наций 2022 года предусматривает еще и некоторые изменения в правилах, так что к нам снова возвращаются технические тайм-ауты. Но теперь они будут не после достижения одной из команд отметки 8 очков, как это было ранее. Сейчас тайм-аут сместили до рубежа в 12 очков. Ну и также у тренеров теперь в распоряжении всего один 30-секундный тайм-аут, вместо прежних 2 перерывов по 1 минуте. В волейболе правила меняются регулярно, но что остается неизменным, так это низкие цены на AliExpress, где с 7 по 10 июня проходит феноменальная распродажа на товары для геймеров. Так что если ты планировал обновить свое железо, то это самый подходящий для этого случай. Поэтому переходи по ссылке в описании или закрепленном комментарии и прокачай свой ПК прямо сейчас. Про тех, кто пропустил Лигу наций, я не буду лишний раз говорить. Это я уже расписал в своей статье на Яндекс.Дзен. Так что, если вам интересно, можете зайти и с ней ознакомиться. А сейчас перейдем к обзору матчей. Так что, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! В матче открытия мужской волейбольной Лиги наций 2022 года сошлись сборная Болгарии и сборная Сербии. Поскольку Цветан Соколов и Тодор Скримов на данный турнир не поехали, то честь страны вновь пришлось отстаивать молодым игрокам. Средний возраст основного состава слегка переваливает за 20 лет. Сербы также не досчитались лидеров в лице Ивовича, Лубурича и Ковачевича, но все же в их составе нашлось чуть больше опытных волейболистов. Но из-за полностью провального нападения со стороны сербов победа в первом игровом отрезке досталась болгарам 25-19. Достаточно наивно было полагать, что сборная Сербии будет так плохо атаковать на протяжении всей игры. Болгары и в первом сете не были столь агрессивны в нападении, ведь огромная порция очков пришлась на долю блокирующих, которые результативно остановили соперника в 8 раз за сет. И как только сербы перестали ошибаться, то за них это начала делать сборная Болгарии, и ситуация на табло зеркально отразилась. Сет также завершился со счетом 19-25, но теперь его забрали себе подопечные Игоря Калаковича. Миран Квинджи за счет подачи успел добыть быстрое преимущество для своей команды, но Александр Николов молниеносно нашел на это ответ. Команды наконец-то смогли преодолеть стартовое волнение и избавиться от ненужных ошибок, так что в третьем сете завязалась ожесточенная борьба. Пусть большую часть игрового отрезка впереди была сборная Сербии, но игроки сборной Болгарии не отчаивались и продолжали сражаться до самого конца. Жаль, что надежности в концовке молодым болгарам не хватило, и они вынуждены были уступить и в этом сете 22-25. Подопечные Николая Желязского пытались реабилитироваться в четвертом сете, завладев пусть и небольшим, но преимуществом по счету. Но на фоне постоянной суеты и волнения игроки сборной Болгарии начали ошибаться в самых простых игровых ситуациях. И стоило им подобраться по счету, как ряд невынужденных ошибок перечеркивал все их старания. Так что финальное очко стало именно таким, как выглядела вся эта партия для болгар. 20-25 и 1-3. Сборная Сербии одерживает победу в дебютном для себя матче. Самым результативным игроком встречи стал доигровщик сборной Сербии Миран Куинджич, набравший 19 очков. Статистика остальных игроков находится на ваших экранах. Пока в Канаде первая пара заканчивала свой матч, в Бразилии уже начали выяснять отношения, заменивший Россию в Лиге наций Китай и противостоявший им Иран. За счет замысловатых комбинаций китайцам долгое время удавалось удивлять сборную Ирана и держаться близко по счету.
Но позже игроки сборной Китая сами настолько запутались в своих комбинациях, что даже начали забывать, в какой расстановке они находятся. А 3 подряд эйса от Казими в концовке не только завершили мучения китайцев, но и первый сет – 15-25. Настолько легкая победа, похоже, что расслабила сборную Ирана, раз они решили отдать инициативу сопернику. Китайцам, в свою очередь, терять было нечего, так что они просто расслабились и получали удовольствие от волейбола. Честно говоря, такого настроя и самоотверженной игры, что продемонстрировала сборная Китая, я давно не встречал даже в исполнении топовых сборных. И вот с таким Китаем сборная Ирана ничего не смогла поделать во втором игровом отрезке – 25-19. В начале третьего сета за счет подачи Шерифи Иран завладел 3-очковым преимуществом, но теперь уже сборная Ирана забыла свою расстановку, и весь этот гандикап был растерян. И с того момента вновь завязалась упорная и равная борьба, что тянулось до самой концовки, где иранцам вновь удалось сделать рывок за счет подачи Шерифи. В этот раз доигровщик помог набрать 4 очка подряд, что и позволило сборной Ирана уверенно забрать концовку себе – 22-25. Подобный обидный исход явно надломил сборную Китая, нападающие которые ни разу не смогли преодолеть блок за первые 4 попытки. Заработав свое первое очко, китайцы сразу проиграли 3, что уже ставило крест на их перспективах в данном матче. Нередко бывало так, что подобный стартовый гандикап легко отыгрывался, но это был не тот случай. Иранцы вновь громят Китай 15-25 и забирают дебютную победу себе. Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Ирана Мортеза Шерифи и его 20 очков. Статистика остальных участников встречи, как вы уже, наверное, догадались, находится на ваших экранах. Хозяева первого этапа сборной Канады в первом для себя матче лицом к лицу сошлась со сборной Германии. Но домашние трибуны не сильно-то и помогали канадцам, и они сразу же начали прогибаться под натиском гостей. Лишь на подаче Райана Склейтера Кленовые смогли обозначить хоть какое-то сопротивление в первом игровом отрезке. Но на этом их подвиги закончились, и немцы уверенно забрали себе этот сет – 19-25. Не удалось канадцам выправить положение и во втором сете, где также инициатива была отдана сборной Германии. Немцам даже удалось увеличить свой рекордный отрыв по счету из предыдущего игрового отрезка. Теперь он достиг отметки в 9 очков. Единственный вменяемый рывок канадцы совершили лишь под занавес сета. Но спастись со счета 17-24 оказалось невыполнимой задачей для сборной Канады. Так что немцы и тут оказались сильнее. Как и в предыдущих двух случаях, сборная Германии вновь захватила стартовое преимущество себе. Только канадцы и их капитан Николас Хоук вспомнили, что так безвольно играть при собственных трибунах просто недопустимо. И не успели игроки сборной Канады насладиться комфортным преимуществом, как немцы моментально ликвидировали свое отставание. Казалось, что сборная Германии после этого быстро дожмет своего оппонента, но канадцы не сдавались, и однажды их даже спас челлендж, в который они сами особо не верили. Хотя, глядя за действиями хозяев, создавалось четкое впечатление, что побеждать они сегодня готовы не были. Поэтому заслуженную победу одержала сборная Германии. Самыми результативными игроками матча стали Стефан Мар и Кристиан Фром. Оба доигровщика набрали по 18 очков. И если вам интересна статистика других участников матча, то протоколы сейчас находятся на ваших экранах. Большие надежды нейтральные зрители возлагали на завершающий матч первого игрового дня – Словения-США. В отсутствие Тино Урнаута и Клемена Чебуля наконец-то получил возможность себя проявить лучший бомбардир итальянской суперлиги – Рок Можич. Но ни он, ни второй доигровщик Жига Штерн не смогли внести необходимый для победы вклад в игру, так что американцы забрали первый сет себе – 19-25. Юный словенец никак не мог найти общий язык с более опытным связующим Грегором Ропретом, но это обычная практика на старте международных турниров. Куда больше вопросов к Тончику Штерну, который с Ропретом играет уже не первый сезон. А связующий сборной США нашел себе адресата, который стабильно может набирать очки, и начал эксплуатировать его по полной. Словенцы и в этом сете своего героя не нашли, так что вновь вынуждены были уступить – 19-25. После ряда перестановок сборная Словении наконец-то начала оказывать сопротивление американцам. Точнее, пыталась оказывать сопротивление, пока на подачу не вышел Кайл Энсинг. На ней сборная США набрала 5 очков подряд.
Затем для словенцев выдался очень неудачный отрезок, где они набирали очки только за счет ошибок на подачу соперника. Подопечные Джона Спироу позволили набрать словенцам лишь 8 очков, 6 они им подарили сами. Как итог, 14-25 и 0-3. Самыми результативными игроками матча стали диагональный и доигровщик сборной США Кайл Энсинг и Аарон Рассел. Им покорилась отметка в 14 очков. Да, пусть первый игровой день получился не самым зрелищным, но я надеюсь, самое интересное еще определенно ждет нас впереди. Командам нужно войти в игровой ритм после клубного сезона, а также восстановить или обрести необходимые связи и командные взаимодействия. Если вы хотите, чтобы я регулярно выпускал подобные обзоры, то жду от вас активности в виде лайков и комментариев. Стоит ли мне стараться или лучше свое и ваше время не тратить? Жду вашего фидбэка. Наконец удалось пробить отметку в 50 тысяч подписчиков, так что почему бы не помечтать о серебряной соточке? Но без вашей помощи я точно не обойдусь, так что не забывайте и подписаться на канал, а то большинство из вас продолжает смотреть мои видео без подписки. Ну а также залетайте в мой телеграм-канал, там я стараюсь держать вас в курсе всех событий, связанных с выпуском видео. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов, любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся, пока!